И нас всегда тренировали и обучали заниматься военными, но никак не гражданскими. И нам вывезли 46 тел подразделения «Голань». Отпечатки рук на Отпечатки потолке. детских рук. Во-первых, я плохо сплю. Ну, из известных это Шани Лук. И как долго ты еще занимался вот поисками тел? Помимо всего, его нашли по секретному телефону. После знакомства с этим человеком тебе стало легче? Он мне говорит, у тебя они хоть молчат, а у меня они кричат. В одном из кибуцей было убито около 12 детей. И, может быть, об этом никто не говорил. Этих детей просто, скажем так, расстреляли. Их казнили. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за подразделение и какие основные, скажем так, функциональные обязанности вашего подразделения, чем вы занимаетесь? Мое подразделение было создано приблизительно, его придумали создать где-то, я не помню точно какой год, 2002 или 2003, после того, как на Филадельфии, граница с Египтом, где с левой стороны находится Египет, а с правой стороны Рафиях, подорвался значит, бронетранспортер, где не то что солдат там не могли найти, запчасти от него не могли найти. И нужно было собирать что-то для захоронения. И не было специального подразделения, которое конкретно этим занимается. И вызвали тогда просто курс молодых бойцов, которые этим занимались. После этого армия и государство решило создать такое подразделение, как наше. Оно занимается эвакуацией убитых солдат с поля боя или где бы оно ни было. Это, по сути, как ЗАКа, да? Это как ЗАКа, только у нас все выходцы с боевых частей, потому что ЗАКа не имеет права пересекать границу. А мы в то же время и пересекаем границу, и если нужно, и под обстрелом как бы занимаемся этим. Наша главная цель довести всех убитых израильской армии до похорон израильской земли. И это подразделение, которое существует только в Израиле. Ни в одной армии мира и конкретно подразделение с такой целью нигде не существует. Это только убитых, не раненых. Нет, ранеными мы не занимаемся. Я даже больше скажу. Если просто убитый солдат, так обычно это его сослуживцы его вывозят. Мы обычно идем туда, где нужно собирать. А сколько в вашем подразделении людей вообще в Израиле? Вот? Существует несколько, но мой самый главный с большим количеством людей. Нас около 300 человек в моем батальоне. Мы относимся к югу. Есть еще северный и центральный, но у нас больше всего работы, как обычно. Слушай, наверное, слово даже не самое правильное сказать, что это тяжелая работа. Я не могу подобрать, что это за слово. Но как ты так согласился? Почему ты на такую работу согласился? Как ты вообще ее вывозишь морально? Во-первых, я не соглашался. Я просто отслужил армию, мне сказали, нужно идти в Милуим. Попал в какое-то подразделение, там начали об этом говорить, что и как мы делаем. Многие, естественно, не выдерживают, но кто-то это должен делать. И это во-первых. Во-вторых, мы основное время только занимались тренировками, а на живую мы начали работать только вот, когда началась операция Цукейтан. Только в первый раз как бы я увидел что-то такое. Обычно у нас это просто как... Нас призывали на месяц, мы потренировались, вернулись и все. Как бы ничего такого не происходило. А ты помнишь, сколько ты вывез убитых лично ты? Лично я конкретно не то, что вывожу их, мы их собираем, да, как бы это ни слышалось. И ты, если, допустим, в каком-то танке, если в какой-то танк попал противотанковый снаряд, ты собираешь просто куски плоти, и ты не знаешь, какой к кому относится. Если там внутри погибло 5 человек, и ни одного тела целиком не осталось,
Мы просто собираем, а остальное все работа уже идет в лабораториях, где уже разбирают по частям, кто кому относится. Поэтому как бы родителям дают только закрытый гроб и все, чтобы... Иногда даже бывает такое, что достаточно для захоронения просто рубашки с пятном крови. Иногда бывает, что и такое хоронят. То есть ты имеешь в виду, что ну вообще ничего не остается от тела? Ну, или же ничего не остается, или же у него такой разнос, что не всегда как бы удобно подвергать солдат, которые собирают, обстрелу и так далее. Если его там на 500-600 метров разнесло, ну, мы пользуемся дронами ну, с термическими камерами, где с высоты видно как бы куски, ну, плоть. И есть места, куда мы просто не пойдем. 7 октября, когда случилась вся эта трагедия, когда Хамас напал на Израиль, у тебя есть какая-то история, где ты непосредственно участвовал в разборе тел, вывозе тел, непосредственно гражданских и не только? Вот Конкретно 7 октября еще ничего не было ясно. 7 октября никто ничем не занимался. 7 октября еще шли бои. Еще выискивали террористов, которые живыми оставались. Еще даже до 10-11 чисел бегали террористы по нашей территории. Было такое, что первый раз я столкнулся вот после 7 октября, около 9 числа. Это был кибуц Саад. Нам не дали заехать, есть военная база под названием Нахаль-Оз. Там погибло очень много срочной службы солдат подразделения Голани. Нам туда 9 числа не дали заехать. Мы туда заехали 10 числа. А 9 числа мы остановились в кибуце Саад, и нам вывезли 46 тел подразделения Голани. Просто, ну, как бы накидали ребят в грузовик, и мы их уже по отдельности, как бы, ну, каждого в свой пакет. Это которые были убиты вот 7 Да. числа, да? Именно оттуда. А 10 числа мы уже попали, ну, уже мы заехали в сам кибуц Нахаль-Оз, не в кибуц, извиняюсь, на базу Нахаль-Оз, и занимались эвакуацией этих солдаток, которые заживо сгорели в этом, сколько их там было. Я точно не помню, около 11-12 девочек. Даже была история, что спустя полгода мы продолжали одну искать. Она, ну, ее не нашли, то есть ее не было ни среди живых, ни среди похищенных, ни среди убитых. Но потом уже, когда начали делать проверки ДНК, мы поняли, что как бы... Мы думали, что мы собрали 12 тел, оказалось, что мы собрали 13. И как бы ее имя тоже внесли в список, что она погибшая. Потому что наша задача была с начала 7 октября, как чем быстрее и эффективнее уменьшить список пропавших без вести или похищенных. А убиты они были каким образом? Все с огнестрельными? Или... Солдаты с огнестрельными, а наблюдательницы, они просто сгорели. То есть их сожгли? Они закрылись в наблюдательном пункте своем, Хамаль так называемый. Их просто закидали гранатами и бутылками зажигательной смеси. Несколько человек оттуда начали вылазить через окно. 2 парня вылезло через окно, и еще одна, их было 4, которые оставались живыми. 2 парня вылезли через окно, еще одна девочка вылезла через окно, а 4-я застряла в окне. И ее так и нашли, как бы половина тела на улице, половина тела внутри. Ну, они просто вылазили через форточку туалета. Она не смогла пролезть. А парень, который вылез, один из них, он просто от страха вылез и сел напротив окна и сидел там на протяжении 4 часов. И мы вот это очень долгое время мы искали, где 13-я девочка. Мы туда возвращались спустя полгода, поднимали керамики, там, не знаю, найти какой-то хоть кусок ДНК, чтобы найти ее.
А потом уже патологоанатомы сказали, что она тоже там. Ну, то есть ее тоже внесли в список. То есть мы думали, что мы вывезли 12, оказалось 13. Практически все, которые были пропавшие без вести и объявлены погибшими, это мое подразделение. Включая, ну, из известных это Шани Лук. Да, известная. Из известных Шани Лук, потому что мы на границе нашли кусок плоти, который относится к ее голове, скажем так. И по сравнению фотографий, которые были сняты террористами, поняли, что это именно тот кусок плоти, который с ее головы, и человек, ну, врачи определили, что человек без вот этого куска плоти, он уже не жилец, и поэтому ее объявили убитой, в конце концов. Это благодаря моему батальону. Включая спустя даже, по-моему, неделю, не, какой неделю, спустя месяц, по-моему, нашли одного офицера, я не помню его имя, он тоже 7 числа поехал, сам начал воевать и так далее, нашли его тело убитым. Помимо всего, его нашли по секретному телефону. Ну, у каждых офицеров высшего ранга, у них есть такие телефоны красной линии, скажем так. Он даже когда выключен, продолжает выдавать сигнал. И просто начали по этому телефону по сигналу идти и пришли к его телу. Это, по-моему, он был подполковник или полковник, я не помню, кто такой. А помимо вот военной базы с гражданскими, новой или что-то, приходилось участвовать? Конкретно новой занималась Зака. Но это они даже, по-моему, работали уже с 8 числа, там 200-300 тел, как я слышал от ребят Заки. Мне на новую пришлось попасть во второй раз, когда уже сначала эвакуировали тела. Зака занималась телами, потом решили заниматься машинами, вывозить все машины. И когда начали вывозить машины, были сгоревшие машины. И оказалось, что под сгоревшими машинами еще нашли около 50 тел, потому что были ребята, которые прятались просто под машинами, а машины сгорели, или их убили под машинами, или же... Короче, после того, как начали вывозить машины, нашли еще около 50 тел сгоревших уже, спрятанные под машинами. Где под какой-то машиной вдвоем, под какой-то по одному человеку. Это какого числа уже было? Это уже, наверное, числа 13-14. И как долго ты еще занимался вот поисками тел? Мы продолжали все это время, вот даже уже спустя полгода, даже спустя там 7-8 месяцев, уже как бы конкретно тел никаких не было, но у нас были, допустим, данные такие, что возле кибуца Кисуфим, то есть этого человека нету ни в списках погибших, ни в списках похищенных и не в убитых. То есть человек, пропавший без вести, последний раз его видели, допустим, возле кибуца Кисуфим, был одет в синюю рубашку и в соломенную шляпу. Просто мы брали местность километр на километр и ходим, ищем. Есть специальная группа в WhatsApp у нас, которые занимаются костями. То есть любую кость, которую мы нашли, мы отправим в эту группу, человек говорит человеческое, там нечеловеческое. Опять же, я в своем подразделении нахожусь уже около 20 лет, и нас всегда тренировали и обучали заниматься военными, но никак не гражданскими. И вот только после 7 октября нам пришлось встретиться и с гражданским убитым населением. Обычно как мы ищем? Если это, опять же, если мы ищем человека, который погиб сейчас, мы просто, с нами работают ребята, которые с Окица, это ребята, у которых собаки. Собака по запаху может определить местность, и мы уже начинаем это место просто, по миллиметру обыскивать. Если мы просто ищем человека там спустя неделю, то, само собой, оно идет, грубо говоря, по запаху. Также было в одном из кибуцев, куда армия вообще не попала. Мы пришли,
пожилая женщина была наполовину сожжена в своей ванной комнате. Вот этот вид, все бомбоубежища были разорваны. Они прикрепляли к дверям бомбоубежища взрывные устройства, чтобы открыть их. Вот это вот гарь и копоть, и вот это все есть. И вот там вот мы, опять же, мы даже включая чердаки обыскиваем, потому что почему мы обыскиваем чердаки тоже? И, может быть, многие люди спрятались на чердаке, а террористы, зная об этом, просто обстреливали потолки тоже. Там потолки не из бетона сделаны. Вот. То есть это ты заходишь аккуратно, сначала оружие туда засовываешь, или там с пистолетом, или что-то, смотришь, есть ли там тело, нет ли тела. Потому что многие террористы могли засесть в чужих домах и так далее, просто выжидать. Некоторые картины, вы знаете, иногда в моей работе фантазия может превысить то, что есть на самом деле. Когда тебе говорят, у нас выезд, есть бронетранспортер, в котором погибло 5 солдат, по дороге туда ты едешь и готовишь свою психику к тому, что ты сейчас увидишь. То есть 5 солдат, ты думаешь в кашу там, и так далее и тому подобное. Ты приезжаешь, ничего страшного. Почему ничего страшного? Потому что он сгорел уже 3 часа. Там не то, что что-то страшное, там их оружие поплавилось от той температуры, которая была. Поэтому, то есть, ничего страшного не оказалось. Но опять же, фантазия может тебя увести далеко. Те картины, которые ты можешь себе представить. Также было в одном из кибуцев, когда я посмотрел на потолок, увидел отпечатки, кровяные отпечатки детских рук. И я не знаю, как они туда попали, но моя фантазия мне может говорить об этом. О том, что, я не знаю, или, может быть, его подкидывали об этот потолок. Как они туда попали, я не знаю, но... Отпечатки рук на отпечатки потолке. Детских рук окровавлены, ну, то есть кровью, отпечатки кровью на потолке. Как они могли туда попасть? Думайте сами. В одном из кибуцей было убито около 12 детей. И, может быть, об этом никто не говорил. Этих детей просто, скажем так, расстреляли. Их казнили. Я так не побоюсь этого слова, их казнили. Почему? Потому что их всех поставили к стенке, и их там было 12, а вывезли только 11 тел. И мы не могли найти 12-е тело ребенка. Опять же, благодаря из-за этого ребенка что делала армия? Привезли специальный такой станок, аппарат, который делает, как это сказать, отсеивает землю. То есть уже там были развалины. То есть ты засыпаешь, чтобы туда не было, он отсеивает из большого в меньше и в меньше и в меньше. То есть делают просветку, чтобы хотя бы что-то найти от вот этого ребенка. Вызывали археологов. Естественно, с нами работают и археологи. По поводу идентификации как бы погибших, в начале войны мы собирали все тела и привозили их в Израиль, чтобы проверить ДНК. Но так как это было не совсем респектабельно, армия придумала другое. Мы, когда заходили в Газу, было много очень братских захоронений в Газе, кстати. Даже вот на территории самой больницы Шифа или там другой больницы. Просто люди увидели во дворе больницы руку, торчащую из-под земли, начали там копать, а там, оказывается, братская могила. Кто эти люди? Или же они азатовцы, или же они наши. Мы должны были сделать идентификацию. Но в этот раз мы уже не вывозили. Армия придумала такую вещь, что у каждого израильского жителя есть отпечаток челюсти и зубов. И мы просто туда завезли около 10 дантистов. И они уже со своими компьютерами проводили идентификацию с каждым телом.
13-й ребенок в итоге, что с ним? 13-й ребенок, по-моему, все-таки что-то нашли от него. Но это, опять же, спустя там несколько месяцев и так далее. А возраст детей какой был тех? Я не могу точно ответить. Ну, дети у нас считаются с 0 по 16 лет. Я так думаю. А вот сейчас, спустя 2 года, еще какие-то поиски продолжаются или все уже закончено? Я думаю, что я уже не нахожусь на службе около года. Я не думаю, что поиски сейчас уже продолжаются, потому что уже практически нету пропавших без вести. И все-таки морально, как ты справляешься, как ты с этим работаешь? Запахи, тела, как ты отключаешься, как это происходит? Во-первых, у нас есть, кто служил в израильской армии, знает, чтобы добиться психолога армейского, нужно не 1 месяц ждать, добиваться и так далее. В нашем батальоне на каждую роту по 2 психолога уже призваны вместе с нами. То есть, как только мы возвращаемся обратно на базу, они уже издалека, у них уже намеченный глаз, они уже издалека на нас смотрят и вот так пальчиком: а ну-ка иди сюда, что ты видел, расскажи и так далее и тому подобное. С нами работают психологи. Во-вторых, 90%, ну 80% нашего батальона это все религиозные ребята. Вот. И кто-то относится к этому с религиозной стороны, потому что как бы это большая мицва делать, отдать последнюю честь. Как заки, ребята Да, религиозные, да. да, по сути? Поэтому как-то вот кто какую сторону берет. Я, допустим, это беру как отдать последний долг этим ребятам, которые... Многие из наших, они просто во время своей работы поют песни. Не то чтобы там они поют песни какие-то увеселительные, песни, которые строки взяты из Торы. Здорово. Да. Ну, всякие такие песни. И нам дают указания, во-первых. Нам же не просто так иди и делай. С нами работают часто психологи. Нам говорят указания такие. То есть никогда не смотрите в лицо, не запоминайте глаза, не ищите этих ребят ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме. То есть не нужно, то есть придите, сделайте свою святую работу И забудьте. и все. По-любому вы в новостях узнаете их имена. То есть не нужно сильно заходить в личную жизнь каждого погибшего, потому что ты находишь вот жетон, который на солдате. Сразу там многие, которые еще не привыкшие, сразу по жетону так в Фейсбуке набрал имя, а вот он как выглядел и так далее и тому подобное. Этим лучше не заниматься. А сейчас вот после этой всей службы у тебя какое-то, знаешь, остаточное явление, посттравма, сны, что-то бывает? У меня, во-первых, я плохо сплю. И это не только я. У меня есть товарищи, вот, допустим, я даже вчера разговаривал с другом, тоже мой близкий товарищ, который со мной в одном батальоне. Он мне говорит, я, говорит, об этом никому не рассказываю, потому что подумают, что я сошел с ума. То есть мы можем делиться только друг с другом о таких вещах. Я ему говорю, вот я 7 числа ездил на фестиваль и так далее и тому подобное. Он мне говорит, а ты знаешь, говорит, я, говорит, когда вот по этой трассе еду, у меня, говорит, все, говорит, темно в глазах становится. Я, говорит, снова вижу вот эти трупы на дороге и машины и так далее и тому подобное. Он мне говорит, у тебя такого нет? Я говорю, я туда ездию часто, поэтому у меня такого нет. Я туда специально часто ездию. Но одно и то же у меня с ним есть. Он говорит, когда вот мы заходим как это сказать, бомбоубежище вот это, которое вдоль трассы стоит, его уже 10 раз покрасили, его уже там перекрасили, зашпаклевали, переделали. Как только я туда захожу, у меня вот этот запах снова появляется. Хотя я знаю конкретно, что сейчас здесь никакого запаха нету. Но этот запах у меня всегда вот сразу вот прямо... А тебе приходилось работать в этих мегунитах, в этих убежищах? Мне туда приходилось заходить, да. То есть уже после я там конкретно не был, но то есть я оттуда людей не вытаскивал, но я был там спустя несколько часов после того, как оттуда повытаскивали людей. Но этот запах ни с чем не передать. Это везде одинаковый. То есть это, да, ну, это не трупный запах, потому что это все свежее. Это гарь, железо и кровь.
ну, в крови много железа, поэтому это вот смешанный такой микс запахов, который ни с чем не перепутаешь. Ты вот сказал, вас учат, ну, не привязываться к личным историям, к солдат, которые погибают, но может, у тебя есть какая-то своя личная такая история все-таки? Вы меня поймали на вопросе. Да, есть. Конкретно, я думаю, где-то в числах 20 октября был один НМР, скажем так, ну, бронетранспортер, в который попала противотанковая ракета, и там погибло 10 или 11 солдат, по-моему, 10. 11 выжил, он был водителем, он чуть-чуть сидит впереди. Кстати, тоже русскоязычный парнишка, его зовут Даниэль. Мы просто туда приехали, там было 10 погибших. Двое из погибших были, скажем так, не совсем в полноценном состоянии, их тела были. И все, мы сделали свою работу и уехали. После того, как я уже закончил Милуим, вернулся домой, в интернете я начал видеть видео человека, который ходит по всему Израилю и везде рассказывает о своем сыне, который погиб. Я так понял по его рассказам, что его сын погиб именно в том месте, именно в этом бронетранспортере. И у меня, скажем так, открылся такой душевный гештальт, который нужно закрыть. Я сказал себе, я должен как-то встретиться с этим человеком. И буквально просто я сам себе это сказал. Спустя неделю я еду в одном из городов здесь, Израиля. Я вижу машину с наклейкой, с фотографией его сына. Я вижу, это тот самый человек, это его отец. Я ему говорю, ты можешь остановиться секунду? Он остановился, я ему рассказал, кто я, что я, как я привязан к его истории. Мы с ним посидели минут 20, поговорили, посмеялись, поплакали. Он мне сказал, что с сегодняшнего дня я его друг и брат. Мы обменялись телефонами. Периодически мы с ним созваниваемся. Я ему показал фотографии с места гибели его сына. Опять же, у меня есть много каких фотографий. У меня один есть такой закон для себя. Я никогда не фотографирую тела наших погибших. Я могу сфотографировать, что было, как было, то есть какой произошел инцидент и так далее. Но конкретно тел у меня наших нет. Террористов сколько угодно. Вот так вот. Он говорит, я видел, ну, им уже показали это место само, естественно, всем родителям. Но им показали его уже полностью очищенным. Потому что по еврейским законам мы должны до последней капли крови полностью очистить место, чтобы, это по Аллахе, скажем так, чтобы ни одна капля еврейской крови не ушла куда-то, куда не нужно. То есть мы должны или вымыть все, или все захоронить. Для этого было и создано наше подразделение. После знакомства с этим человеком тебе стало легче? Намного. И опять же, я с товарищем, которым говорил вчера, я ему рассказал, что я с ним встретился. Он мне говорит, послушай, я, говорит, боюсь с ним встречаться. Я, говорит, тебе клянусь, что я тоже, у меня были такие мысли, чтобы с ним увидеться, но я, говорит, боюсь. Я ему говорю, не нужно, наоборот, тебе станет лучше и легче. У всех служащих есть какая-то своя душевная травма. Один из моих товарищей, он занимается эвакуацией именно раненых. И он меня тоже увидел и говорит, скажи мне, ты нормально спишь? Я говорю, в чем дело? Он говорит, я, говорит, слышу их крики постоянно. То есть это не так, как в кино мы видим, что, допустим, раненый человек, его там быстро перевязали, загрузили на вертолете, увезли. Это крики, это страх солдат. Они плачут, они рыдают. Кто-то из них, скажем так, мочеиспускает от страха и так далее и тому подобное. Это не самый лучший. Это не кино. Это не кино, да. Он говорит, вот эти вот крики, допустим, то, что вот, он говорит, я слышу, как он кричит во сне. То есть мне больно. Или, говорит, там, ты смотришь на ребят без руки, без ноги. Он мне говорит, у тебя они хоть молчат, да? Ну,
юморок такой черный. Он говорит, хотя бы они у тебя немного молчат, а у меня они кричат.